Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вас привораживал? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Знаете, хочется сразу сказать, кайфую, но кайфую уже после того, как пережил боль, и боль именно от измены. Вы это все прошли, вы это все прочувствовали, вы это все пережили, но сейчас вот вы хотите покайфовать именно для себя. Вот вы с каждым днем как будто бы понимаете, что вам комфортнее одному, вам хочется быть именно, знаете, вот в таком в душевном равновесии. Да, иногда кошки скребут на душе у вас от того, что нет любимой женщины. Да, иногда вот на вас накатывает грусть, печаль, тоска, но это такие маленькие эпизоды вашей жизни. Но вы поняли, вот вы поняли именно из прошлой жизни, что чем больше вы вкладывались, тем больше вам садились на шею, тем больше вас разрушали, да, тем больше вам делали больно. Вот у вас башня произошла в жизни стопроцентной женщиной, да, это развод, разрыв. Из этого вы вынесли такой урок, но это даже не урок, это, я не знаю, это урок в кубе. После этого просто вы решили для себя, что вот я не хочу никого, ничего. Причем может еще, знаете, быть такой момент, когда вы решили, что да, я поживу один, но если случится чудо, да, вот если вы влюбитесь, если вот с какой-то женщиной у вас ёкнет, тогда вы, может быть, и попробуете. Потому что, сказать, что одиночество кого-то очень сильно привлекает, здесь тоже невозможно. Это скорее у вас вот это вот, такое вынужденное одиночество, ваше такое решение про одиночество добровольное. Но это скорее ваш вынужденный шаг от бессилия какого-то, от того, что вот было больно, было плохо. Просто не хочется повторения того же самого, той же самой ситуации, поэтому все, личной жизни стоп. Но здесь стоп имеется в виду именно вот серьезным отношениям, про новую семью. Но вообще не хочется думать, потому что страшно, больно, обидно, куча предрассудков, куча мыслей негативных по этому поводу. Поэтому вот сейчас я бы сказала, вот знаете, как в песне, кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем, но кайфуем с друзьями, да, вот кайфуем сами с собой, с друзьями, с коллегами, с кем угодно. Но только не пытаемся повесить на шею себе вот это ярмо под названием «Новая семья, новая женщина». Да, у вас проигрываются в некоторых романы, но эти романы это чисто, знаете, вот, развлекаловка. Это чисто развлекаловка. Вы сейчас решили плотно заняться вообще своей жизнью. Здесь может быть то, что вы очень углубились в работу, да, это может быть новая работа, возможно, вы занялись кто-то своим делом, да, решили развить. Вот именно работа у вас в приоритете. Работа, причем вот вы человек такой, который будет очень четко идти к своей цели. Вы будете добиваться очень четко, так преднамеренно всего, что вы хотите, что задумали. Вы не будете бросать на полпути то, что вы начали, да, вы не такой вот сею-вею, который сегодня одно делаю, завтра второе, потом пятое, десятое, нет. Плюс еще может у некоторых проигрываться вот опять же, что вы связаны как-то с формой, с армией, да, у нас периодически выпадает в раскладах. Вы человек, который, знаете, вот несмотря на свою холодность, вот вы способны вот любить. Вы это проходили уже. Вот однозначно вы проходили. Несмотря на то, что внешне кажется, что вы, может быть, такой вот холодный, неприступный, может быть, такой вот жесткий, да, вот, есть что-то такое в вашей внешности, что могут вас даже побаиваться. Но, тем не менее, вы человек, который может любить
беззаветно, просто вот, да, вот ни за что, вот вы любите, и вы особо ничего не требовали от своей женщины, просто вот, да, вот я хочу тебя любить, ты мне нужна. Ну, конечно, да, хочется какой-то хоть немножечко отдачи, но вы любите не за что-то, вы любите, ну, вопреки всему. Вы такой человек, снова вот вы выпали императором, да, выпали императором, причем это такой человек, который очень любит все контролировать. Вы любите всегда быть в курсе событий, где что происходит, и дома, и на работе. Вам нужно знать всю обстановку. Особенно это касается вот тех, кто связан с армией, да, вот с формой. Ну, здесь вообще у вас такая, знаете, вот как будто вот так и хочется сказать, повышенная такая боевая готовность. Вы постоянно должны быть на стреме. Постоянно должны мониторить, что где как происходит, да, потому что, ну, может быть опасность какая-то для вас, поэтому вы постоянно держите ухо востро, у вас вообще такое обостренное чувство даже самосохранения, но это, в принципе, нормальные вещи, да, для тех, кто вот именно как раз связан с армией. Плюс у вас такое, знаете, может быть, даже, если даже вы не связаны с формой, с армией, у вас может быть даже проигрываться такой момент, что вы по жизни вот такой человек, который, ну вот реально как армейский человек, вы любите порядок во всем, вы любите, чтобы, знаете, вот чашечка стояла на своем месте, вилочка лежала на своем месте, ну то есть такое, знаете, педантичность такая вот присутствует в вашем характере. Из-за этого у вас могли даже проигрываться раньше и ссоры с вашей женщиной, потому что, не дай бог, она куда-то там не туда поставила вашу чашку, да, не на то место, то могли быть, ну, такие небольшие скандальчики. Поэтому такая вот какая-то логика, четкость. Почему я говорю, что да, если даже вы не армейский человек, то у вас вот какой-то вот жесткий армейский характер еще может проигрываться. Хотя вот, опять же, вот, да, вы вот выпадаете таким вот кулинаром. Возможно, даже вы и торты печете, не только там варите борщи, супы, да. Вы человек, который, ну реально вы фору дадите многим женщинам, которые сейчас в наше время, ну многие реально не умеют, либо не очень хорошо готовят кушать. Вы человек, который верит в судьбу, причем вот вы считаете даже вот этот разрыв, который у вас произошел с женщиной, что значит так было суждено. И это реально, вот я вам подтверждаю, что вот если вы так думаете, это правда. Вам был определенный отрезок времени дан с этой женщиной, вот именно по судьбе, да, этот разрыв был по судьбе. Вот, допустим, если вам предначертано было 10 лет прожить, там, либо 5 лет прожить с этой женщиной, так оно и вышло. И что бы вы ни делали, ну, по-другому просто не могло быть, потому что это судьбоносное такое вот происшествие, так скажем, да, это момент судьбоносный. Как бы вы вот не цеплялись за отношения, знаете, вы из тех людей, которые, вот несмотря на свою жесткость, вы все равно будете до последнего спасать отношения. Вот семью, отношения вы будете спасать. Вы будете закрывать на что-то глаза, вы будете пытаться вот именно спасти то, что спасти уже нельзя. Напишите, есть у вас такой момент или нет. Причем вот это вот разрушение, которое у вас произошло, оно произошло для вас, знаете, не то, чтобы просто так вот вы разошлись, как море корабли, и все. Даже, может быть, вы до сих пор находитесь в каких-то вот, ну, в контрах, да, вы, может быть, еще общаетесь с вашей женщиной, но это общение по каким-то там, пусть даже бытовым вопросам, может быть, по вопросам детей, но это с какой-то агрессией, это могут быть взаимные нападки, взаимные претензии. То есть помимо того, что вы не очень спокойно разошлись, вы сейчас еще пребываете с женщиной, ну, в таких баталиях, да. С одной стороны, вам хочется забыть ее как кошмарный сон, а с другой стороны, вам сложновато забыть, потому что, ну, это ваша история, это ваша страница, это ваша история любви. И каким бы вы холодным там армейским человеком не были, да, каким бы вы не были человеком рассудительным, да, может быть, в чем-то даже расчетливым,
но все равно сердце никуда не выкинешь, да, вот чувства свои никуда не выкинешь, и так легко и просто вы от них просто не избавитесь. Это я сейчас говорю тем, кто находится в остром периоде, да, кто переживает, что это нормальные вещи, что вы переживаете, вы какой-то период еще будете переживать, страдать, скучать за своей бывшей женщиной. Потому что, ну, нет такой кнопочки включить-выключить чувства, да, ну, нет, к сожалению. Даже вот те из вас, кто разошелся, ну, уже так более-менее давно, даже могут быть моменты, что вот, допустим, такая ситуация, что вот вы какой-то период не видели свою бывшую, а потом где-то случайно там в городе, допустим, пересеклись. Все равно у вас ёкнет. Вот ёкнет. Вот эта ностальгия. Вот эти прежние чувства. Да, вот будет ощущение, что вы встретились все равно, пусть это был в прошлом, но это был родной человек. Вот напишите в комментариях, есть у вас такой момент или нет. Кстати, у многих женщин тоже такое ощущение есть. Вот бывает даже 10 лет, допустим, бывшего мужа не видят, а потом вот, ну, где-то пересеклись, хоть и на 5 минут, и все. И у тебя какое-то такое, знаете, ну тепло даже, что ли, разливается вот по телу, да, вот какие-то такие ощущения, но вот реально вот ностальгия. Вот ностальгия по прошлому, ностальгия, что вот ты смотришь на человека и понимаешь, ну когда-то же было нам хорошо. Вот когда-то же была, вроде бы любовь была, да? И куда это все делось? Поэтому вот такие моменты еще могут тоже у вас присутствовать. Давайте-ка смотреть, теперь разбираться, кто же к нам пришел, кто вас привораживал, либо же сейчас привораживает. Давайте будем разбираться. Смотрите, вы человек, который имеет довольно сильную, мощную энергетику, и у вас вообще есть защита. Не знаю, в курсе вы этого или нет. Защита – это ваши предки. Это проигрывается, это мужчина, но мужчина, который уже ушел, да, мужчина, который на небе, мужчина, с которым вы связаны кровно. Это был тоже человек, ну, был такой с характером человек непростой, трудяга был такой, да, вот этот ваш ангел-хранитель новый, так сказать. Это был человек, с которым вы, да, вы были тесно связаны, и, ну, довольно неплохие такие у вас отношения были, и у вас этот человек, вот мужчина, да, это может быть отец, может быть дедушка, может быть это брат, дядя, ну, у кого как. Ну, реально вот у вас такая вот взаимная любовь была, вот именно кровная любовь такая. Этот человек вас оберегает, вот с неба оберегает, причем вы можете чувствовать этот, ну, оберег такой, да, вот даже оттуда свыше, вот даже оттуда. Оберегает каким образом? Это может быть, знаете, вот предотвращение каких-то опасных ситуаций. Это может быть предотвращение, что вы, может быть, уже одной ногой, ну, в могиле, грубо говоря, стояли, да? Тем более это связано, вот если вы, допустим, с армейским делом связаны, это может проигрываться то, что вас от какой-то реально жизненной опасности, вот пусть даже в последний момент, но вас вот этот ваш мужчина, родственник, да, он вас спасал каким-то образом. Но вот знаете, как бывает ситуация, когда... ну вот бывает, как говорят, вот кто носит крестик, да, вот я слышала, вот, допустим, армейские вот эти истории, кто носит крестик, и вот реально, что, ну, крестик это защита, что вот попадает, допустим, ну, тоже ранение не в тело, а именно вот крестик, да, вот как рикошет такой, вот даже в таком смысле. То есть вот эти вот защитные реакции, да, но здесь однозначно не обходится без вот этого вашего мужчины, который уже ушел. Плюс, еще раз говорю, у вас довольно сильная энергетика, вы сами даже можете обладать какими-то магическими, эзотерическими такими способностями. Вы можете предчувствовать какую-то беду, вы можете предчувствовать то, что
человек, который вокруг вас, вот, ну, люди вообще, которые вокруг вас находятся, они несут вам опасность. Вот чисто энергетически вы чувствуете людей. Напишите, есть у вас такие моменты или нет. Ну вот смотрите, вот элементарный пример. Можно, допустим, познакомиться с человеком, ты первый раз общаешься, но ты понимаешь, что что-то тебе, ну, не то, что-то некомфортно как-то тебе общаться, да, вот ты понимаешь, что вроде бы человек тебе ничего плохого не сделал, но ты понимаешь, какая-то опасность исходит, да? Это может быть энергетический вампир, это может быть какой-то неискренний человек. То есть человек, который, да, он вас видит, он вам в лицо улыбается, но он вам завидует, он к вам не очень хорошо относится, вы ему не нравитесь и так далее. Вы это все очень хорошо чувствуете и улавливаете. Другое дело, что вы не всегда прислушиваетесь к своей интуиции, это уже другой момент. И даже, может быть, у вас такие были ситуации, когда вот вы не послушали свою интуицию и реально, ну, попали, ну, в какую-то такую переделку, какую-то историю, да, не очень приятную, а потом думаете, ну, елки-палки, я же это все чувствовал, да, ну, почему же я не послушал свою интуицию? Поэтому, ребята, всегда прислушивайтесь к своей интуиции, она нас не обманывает. Плюс еще, знаете, вот такой момент, когда приходит вот первая мысль, да, вот говорят, первая мысль самая правильная. Вот у вас возник какой-то вопрос, да, ну, касательно любого дела. И вот первая мысль, которая у вас возникает, это самая правильная мысль. Теперь еще такой маленький лайфхак вам, да, вот для тех, кто вот смотрит до конца мои видео. Смотрите, ну, это как можно назвать маленький ритуал, не ритуал, да, ну, помощь, да, вот как можно попросить о помощи вот тех, кто ушел. У всех у вас, я думаю, есть фотографии этого человека, который на небесах. Если вам нужна какая-то помощь, вы берете фотографию, ну, конечно же, уединяетесь, да, чтобы такая обстановка была. Вы берете фотографию этого ушедшего человека, левую руку ложите на это изображение, да, на фотографию, обращаетесь просто своими словами к этому человеку, ну, обычно это родственников просят, да, и просите о помощи. Вот искренне, от души важна очень искренность. Вы просите то, что вы хотите, да. Кто-то, может быть, защиту хочет, кто-то еще какие-то проблемы, да, вот нерешенные дела. Ну, то есть вот такие вот моменты, они реально работают. Потому что вот люди, которые вот там наверху, которые ушли, да, они, конечно же, видят, как мы живем, да, очень много разных историй, которые об этом говорят. Вот, ну просто такие вот истории, от которых, ну реально, ну волосы дыбом становятся. Ну как так, да, ну реально видят, реально вот приходят во сне и рассказывают какие-то события из твоей жизни. Ну, то есть вот такая маленькая фишечка вам, может быть, кому-то поможет, да, вот особенно в такую трудную ситуацию, трудные моменты. Есть, конечно, еще разные слова, вот шепотки называются. Но шепотки я даю это исключительно на своих личных раскладах, да, вот если кому-то требуется, то я даю, да, вот шепоток на удачу, там шепоток на деньги, шепоток для защиты, да, это реально работает. Шепоток даже, чтобы тебя не заметили, да, вот нужно, допустим, проехать мимо какого-то человека, чтобы тебя не заметили. Это все тоже работает, но опять же это эксклюзивно, это платная информация. Итак, так, что-то я уже охрипла, наговорилась сегодня. Погнали дальше. Итак, защита у вас есть. Смотрите, вы чувствуете людей, причем у вас еще может проигрываться такая ситуация, что вы даже в своей жизни вы чувствовали, что есть женщины, ну либо же женщина, которая пыталась вас приворожить, да, это могли быть перепады настроения, это могли быть какие-то нападки агрессии, это могли быть обострения каких-то вот ваших болезней, да, то есть у всех по-разному. Но у вас закрадывалась мысль, что женщина вас привораживала. Давайте посмотрим, что это за женщина. Ну, во-первых, смотрите, это могла быть и ваша бывшая, которая тем или иным образом хотела на вас воздействовать. Но здесь не без денег, конечно. Здесь человек хотел вас удержать именно с помощью магии для того, чтобы
Ну, получить, конечно же, ваши деньги, ваши блага, ваши машины, квартиры, да, у кого что есть, какой достаток. То есть, смотрите, здесь временное такое было у вас, ну, я бы сказала, плохое самочувствие, да, назовем так. То есть, да, магия по вас ударяла, у кого-то она осталась еще, потому что были такие случаи среди вас, когда она ходила, ну, реально к сильной ведьме. И здесь уже нужно с вас снимать, вот чистить эту магию у некоторых, это исключительно уже, ну, у профессионалов, да. Так что, если у кого-то есть желание, можете писать, пожалуйста. Чистка негатива, добро пожаловать. Но у других же, да, вот были такие вот краткосрочные какие-то моменты, да, что вы сами заметили, да что-то со мной не то. Что-то вот, да, вот, либо же это взрывы агрессии такое, либо же это перепады, да, вот как я говорила, перепады настроения. Это когда ты не можешь спать, когда ты среди ночи, допустим, просыпаешься, тебя то в жар, то в холод, то в пот кидает. Ну, то есть такие вот, знаете, психоэмоциональные качели такие. Напишите, были у вас такие моменты или нет. Но опять же, поскольку расклад общий, то у всех может проигрываться по-разному, да. Может быть, у вас вообще этого нет. Если оно с вами не резонирует, то, конечно, не нужно считать, что все прям под воздействием магии. Нет, конечно. Это уже надо более детально смотреть на диагностике, это уже на личном раскладе нужно смотреть более подробно. Но такие моменты были. Такие моменты, да, у одних они прошли, поскольку это, ну, дилетанты действовали. Но был период, да, как я сказала уже, вот этих качелей. У других же это могут быть оставаться отголоски. Это те, кто ходили к сильным ведьмам, да. Поэтому здесь без специалиста вы не обойдетесь. Если вы чувствуете, допустим, что вы не можете очень долго устроить свою личную жизнь. Если вы чувствуете, что вот вы разошлись, допустим, с человеком, а у вас как-то вот все пошло наперекосяк, у вас, ну, черная полоса, и просто, ну, хочется света в конце тоннеля, но тоннель не кончается. В таком вот плане. То есть, я думаю, вы это по себе прекрасно все чувствуете, вы это все прекрасно замечаете. Были ли еще другие женщины? Давайте посмотрим, кто пытались вас приворожить. Ну, смотрите, здесь какая-то одна еще зазноба такая была, ну, с которой у вас, в принципе, ничего не было, но она хотела, ну, с помощью магии вот приворожить вас, потому что вы ей нравились, она хотела быть с вами, она хотела быть в паре, но у нее не получилось этого. Она то ли испугалась, то ли ее отговорили, да. Ну, еще может проигрываться, что она сама пыталась, вот эта дамочка, она сама пыталась что-то делать вот именно на вас, да. Но поскольку человек не умеющий, то она, ну, как бы на полпути это бросила. Ну, это так, серединка на половинку, ничего у нее не вышло. Ну, давайте еще напоследок попробуем описать, что это за женщина пыталась вас заарканить. Она такая, знаете, палец в рот не клади. Она активная, она такая боевая, она очень, ну, языкатая обычно таких называют. Она даже в чем-то, ну, такая, ну, грубиянистого такого характера. Она в своей жизни пережила разрыв, развод, но здесь не без ее участи. Здесь муж от нее сам сбежал, потому что, ну, здесь характер невыносимый. Поэтому ей остается вот единственное, что делать, это, ну, с помощью магии охмурять других мужчин. Вот ей хочется новой любви, да, у нее ее нет. Поэтому вот она с помощью вот этой вот какой-то магической основы, да, вот с помощью ритуалов, она пытается привлечь мужчин в свою жизнь, но это как-то глупо и смешно, потому что, во-первых, обраточка ударит. Это я сейчас обращаюсь и к тем женщинам, которые этим увлекаются, может быть, мужчины кто-то это делают, чтобы женщину привлечь. Обраточка будет стопроцентная, причем ударит очень сильно, и, ну, исход у каждого будет свой. Я не хочу даже называть эти слова, чем это все может закончиться для тех, кто занимается вот такими черными делами. Поэтому, смотрите, это женщина, которая, ну, такая плюс-минус вашего возраста. Да, она была замужем, у нее был мужчина. Ну, как правило, мужчины, которые с ней знакомятся,
Они очень быстро сбегают. Очень такая дама негативная, очень скандальная, очень эгоистичная, но абсолютно непривлекательная для мужчин. Она может даже внешне быть, ну, такая среднестатистическая лягушка, уж простите. Вот. Ну, по-другому я не могу назвать таких женщин, ну, просто что особо так держите ухо востро, если в вашем окружении есть такая дама, то ну, это может быть где угодно, соседка, там по работе, там где-то там в компаниях. Будьте осторожны, потому что вот такие вот царевны-лягушки, ну, они, как правило, лягушками остаются, да, вот царевичи как-то вот не клюют на нее. Вот она такая в болоте своем и останется, вот при магии, при своих каких-то вот тараканах, да, такая вот холодная-холодная жаба. Вот такие вот дела, ребятушки. Так что смотрите, у кого есть какие-то вопросы, запросы, либо вы чиститесь и двигаетесь вперед, потому что магия это дело серьезное. Это я сейчас обращаюсь к тем, кто реально по себе чувствует, что вот ну что-то пошло не так, черная полоса, вся жизнь наперекосяк пошла после развода. Сделайте диагностику, ну это как минимум, да, и будет вам счастье, хотя бы знать, есть на вас эта гадость или нет. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!